Очередной фейл на 97%. Опять огромное волнение. Желание бросить уровень. Думаешь, да пошло оно. Знакомо? Каждый, кто проходил сложный для себя демон, сталкивался с этим. Ты умираешь на 95% в очередной раз и начинаешь думать, что никогда не пройдешь. Меня зовут Сагер, я бывший топ-10 игрок РК, и на свой хардест топ-20 демон Abyss of Darkness я потратил 250 тысяч попыток и 1 год жизни. Сегодня ты перестанешь напрягаться на экстрим демонах. Погнали. Для начала основные понятия. Парт – это часть уровня, майндблок – страх перед частью, консистент – стабильность прохождения, флюк – резкий скачок в прогрессе. Итак, первое, что необходимо сделать перед прохождением демона – это понять, зачем ты вообще выбрал именно этот уровень. Если ты выбрал уровень, который тебе изначально никак не симпатизировал, то шанс того, что ты его бросишь, будет огромным. Для меня, например, решающим является музыка в уровне и получение удовольствия от прохождения каких-то частей уровня. В моем хардесе Abyss of Darkness потрясающая аура, благодаря которой я могу не обращать внимания на недостатки этого уровня. Допустим, я обычный игрок и решил выбрать билдбаф для прохождения. Я сразу пытаюсь представить, как я эпично прохожу эти корабли. Представляю, будто бы это топ-1 демон, а я его верификатор. Данное ощущение должно быть сильнее, чем беспокойство об очередной смерти на последнем или противном парте. Ведь в одну победную попытку ты прочувствуешь то, что до этого было всего лишь у тебя в размышлениях и превратилось в реальность. Лайфхак усвоен, идем дальше. Хорошо, определились с мотивацией. Теперь необходимо определить примерное количество попыток и дней для прохождения. Это на самом деле сложный шаг, как мне кажется. Объясню сложность на своем примере. Я прошел довольно много демонов и прикинул, что пройду Abyss of Darkness за 120 тысяч попыток и 4 месяца. В реальности прошел за 250 тысяч попыток и год игры. Да, настолько можно ошибиться. Перейдем к примеру. Допустим, я хочу пройти Bloodbath. Для этого смотрю. Я прошел Катаклизм пару дней назад за 2000 попыток, а 3 месяца назад прошел Аку за 4000 попыток. Из этого я примерно понимаю, что пройду Bloodbath за 8000 попыток, но для уверенности лучше рассчитывать на 12 тысяч попыток. Как же это все определить, вы спросите меня. На это я скажу, что обычно вычисляю такое по прохождениям и развитию скилла у похожих на меня в плане попыток и достижений игроков. Однако, для более точного вычисления потенциальных попыток нужно учитывать очень много факторов. Теперь мой любимый способ, которым я абсолютно всегда пользуюсь. Заключается он в том, что мы определяем примерно свой плейтайм в день или в течение нескольких дней. Далее примерно определяем количество попыток в час или в день, как вам удобнее. Теперь вернемся к примеру с Bloodbath. До этого я посчитал примерно 12 тысяч попыток. Теперь, допустим, за час где-то 500 попыток отыгрываю. В день буду играть 2 часа, или больше по возможности или желанию. Главное отработать 2 часа. То есть за день это 1000 попыток, а соответственно таких надо 12 дней, что составляет почти 2 недели. Звучит же не страшно, я прав? В этом и заключается данный лайфхак. У нас теперь не абстрактные 12 тысяч попыток, а всего 12 дней по 2 часа в день для потенциальной победы. А также может повести, и уровень будет пройден быстрее, чем за 12 тысяч попыток. Но может и не повести, и начнется анлак. Если в эти 12 тысяч попыток уровень не пройден, то можно повторить предыдущий способ. Если хочешь больше таких видео, залетай в мой телеграм, ссылка в описании. А теперь переходим к методам, которые работают уже во время самой игры. Следующий метод – играть с нукли по курсе. Возможно, вы скажете, что это никак не упрощает игру, однако я считаю это хорошим способом немного разгрузить свою менталку. С нукли по курсе у вас все так же будут смерти, но слив не будет означать, что надо сейчас заново начинать играть с нуля. Но все так же продолжите прокликивать уровень. Допустим, у меня некий майндблок на части Мичигана, то есть не могу вот дальше дойти и становится грустно и неприятно. Но я вспоминаю про нукли по курсе и иду играть с ним. Умираю на этом же месте, но могу проходить следующие клики, а чего понимается понимание. Блин, а ведь у меня уровень хорошо проходится. Благодаря нукли по курсе у вас может пропасть майндблок с места, где вы часто умираете. Переходим к довольно очевидному, но хорошему способу – переключению. То есть нужно отложить уровень и пойти проходить уровни, которые вызывают положительные эмоции. Можно проходить любой сложности уровня, но лучше те, для которых вам придется приложить какие-то усилия. К примеру, поиграл Bloodbath, отложил, месяц играешь с Copenhagen, Prismatic Haze и проходишь Ниву. После возвращаешься к Bloodbath'у. Следующий способ – играть не во всю силу. Сейчас объясню. Представим, что у нас уже победный консистент. Уровень может быть пройден в любую попытку. Логично, что при достижении примерно 60-70% начнется сильное волнение. Причем оно может даже расти не плавно, а совершенно внезапно возникать при достижении такого процента, где ваш мозг начинает думать, что этой попытки большие шансы оказаться победной. Чтобы этого избежать, нужно сменить цель в виде прохождения на 100% на что-то попроще. Например, можно поставить цель дойти 3 раза до 50%, или, допустим, дойти 1 раз до последнего парта. В таком случае, дойдя до упрощенной цели, ваш мозг будет думать, что «я молодец, я выполнил цель».
и поэтому дальнейшие проценты не будут такими напряженными. Это уже игра ради интереса, как далеко вы зайдете. Ответственность за неудачу на процентах выше вашей цели уже отпадает. Также, если вы допустили фейл на последней части уровня, в районе 90%, то вы начнете думать, что, блин, я же мог сейчас пройти, это была победная, или все, я больше не дойду до туда, это был последний шанс. То спешу вас разочаровать. Эта попытка не была победной, не хватало натренированности, чтобы пройти. Рассмотрим на моем примере. На Abyss of Darkness я дошел до 98% люком с 80 за 130 тысяч попыток. Прошел же я за 250 тысяч попыток после почти 40 смертей после 80%. То есть 98% были просто поставлены рандомно. Не было консистента пройти. Подобные фейлы означают лишь то, что вы были способны дойти до туда. Вы не были готовы пройти уровень. Это иллюзия. Поиграв в уровень еще, ваш консистент подрастет хотя бы минимально. Следовательно, ваш шанс дойти до туда будет неизбежно возрастать. Когда смерть в конце будет второй, третий или вообще 10, то вы уже явно начали играть лучше в уровень, ведь увеличились доходы до туда. А следовательно, дни демона сочтены. Прохождение неизбежно. Если тебе помогло данное видео, то подпишись на мой канал и поставь лайк. А также пиши в комментарии свои идеи для видео. Я читаю все комментарии и отвечаю на все вопросы. Пока.